Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Сегодня я хочу вам предложить связать вот такой шикарный, очень эффектный кардиган, который существует в интернет-пространстве аж в целых 3 вариантах. Во всяком случае, я нашла только 3 варианта. Совсем недавно у меня было обзорное видео европейских кардиганов. Из этих обзоров, в общем, я как раз рассказывала про аналогичный кардиган, только он был укороченный такая. Вот смотрите, вот такой вариант удлиненный кардиган, да, с косами. И если я вам сейчас приближу, смотрите, если я его сейчас приближу, вы разглядите узор коса, затем вот эта полосатая такая череда идет лицевых изнаночных петель, то есть тут идут у нас типа как полосатый такой узорчик, я его назвала. Вот. И еще здесь 5 петелечек идет английской резинкой. Вот как бы такая вертикальная предрасположенность, видите, узоров, да? Красиво смотрится на европейской площадке. Вот такой вариант. Это он же, да, тоже я вам приближаю, увеличиваю. Смотрите, какой прекрасный вариант в розовом цвете. Я вообще к розовому неравнодушна, да. Широкий рукав. Обращаю ваше внимание, здесь у нас, смотрите, идут убавки по V-образному вырезу. Сейчас я вам покажу вариант, где этих убавок нет, да. Вот. И коса у нас идет в одном только варианте справа-слева симметрично, и больше кос нет, да, там еще по спинке не видно как. Я думаю, что там косы есть, наверное, их 2, а может быть их там 3 по центру, еще одна идет, на мой взгляд. Смотрите, широкий рукав такой, знаете, после резинки сразу идет большое количество прибавок, да. Мне кажется, там даже скоса нет, скорее всего, он прям так прямо и вяжется. Вот, и заостряю внимание, модель, которую я вам показываю, имеет плечевой шов, и здесь вот убавочка у нас идет, как положено по V-образному вырезу, за косой вот здесь идет убавка. Так, вот такой вариант вы посмотрели, он в разных цветах, вот в таком еще цвете есть, с пуговицами, обращаю ваше внимание, да, и здесь очень явно видно убавки вот эти. И английская такая тоже, английские полосочки, видите, английская резиночка. Вот такой еще серый цвет, очень эффектный. Ну и вот они у нас в таком состоянии еще есть. Так, значит, вот я вам показываю первый вариантик. Давайте сейчас посмотрим второй вариант этого же, в принципе, кардигана, только немножечко видоизмененный. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком, и их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео, это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео, и это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. Оп, узнаете знакомые очертания, да? Только здесь у нас косы идут. Здесь у нас те же самые идут горизонтальные полосочки в сочетании лицевой и изнаночной глади, да? Вместо английской резинки здесь идет коса. Вот. И есть вот такой еще нюанс – карманчик. И отсутствие пуговиц. Видите, пуговиц нет. Как вам такой вариант? И самая главная отличительная особенность этой модели – здесь нет убавок. Нет убавок вот здесь в V-образном вырезе. То есть, смотрите, здесь, я так понимаю, единым полотном вяжется спинка и перед, да? Потом там, где у нас начинается перед, просто прорезь, понимаете? Просто прорезь. И обе половинки вяжутся раздельно. Вот эти половинки полочек. Здесь ничего не убавляется.
по вырезу горловины. Вот такая модель. Добавляется карман. Карман легко сделать. Можно его сделать тоже здесь такую прорезь, потом навязать резиночку, вот эту планку, да, и там пришить карманчик такой из ткани. Можно связать. Можно просто его отдельно пришить потом, такой накладной, но здесь он вшитый, да, аккуратно. То есть вариантов много. Можно вообще не делать этот карман, кому он не нравится. Смотрите, вот в таком цвете они предлагают в увеличенном варианте. Вот такой светло-серый. Вот этот цвет джинсовый мне очень прям понравился. Очень красиво смотрится. Темненький такой, на все. Для всех подойдет. Кстати, вот этот кардиган такой универсальный, знаете, на всех подойдет. Вот этот яркий розовый, красивый такой цвет. Девчачий, да. И вот очень мой любимый шоколадный такой цвет. Цвет молочного шоколада. Ну и опять пошел повтор. Вот в черном, кстати, варианте он предлагается. Вот, и обращаю ваше еще раз внимание, девочки, у этой модели, как я уже сказала, V-образный вырез отсутствует. То есть здесь идет сразу половинки и прорезь как бы такая, да. То есть здесь ничего не убавляется по вырезу. Спущенный рукав становится более спущенным, да. Вот такая модель. И кармашки. Вот, вот красивый тоже. Видите, здесь вот очень хорошо видно, что убавок нет. Я видела такие модели, есть такие модели. Так, ну, в общем, это была модификация номер 2. И ту модификацию, которую вы уже видели, номер 3, я вам сейчас тоже покажу. И вот так выглядит у нас третий вариант модели. Вы видите тоже косы, да, тоже вот это присутствует вертикальная такая, видите, череда идет лицевой и изнаночной глади по 2 ряда, да, и смотрите, английская резинка. То есть здесь уже вот такой вариант, и V-образный вырез есть, и пуговицы есть, здесь убавочки идут, также после косы, кстати, убавочки, я заостряю на этом внимание, то есть мы косу не трогаем, и планку цельновязную мы тоже не трогаем, мы убавки делаем уже вот тут после косы. Вот. Ну и английская резинка красиво смотрится. Вот такие вот варианты. И этот джемпер, он укороченный. По спинке можем, кстати, здесь обратить внимание. Смотрите, по спиночке, девочки, здесь идет сочетание вот этих полосочек горизонтальных и английской резинки. Видите, да? По рукаву тоже идет коса. Видите, она не до конца доходит. Ведь такая фишка. Вот здесь вот прекращается. Видите, сбоку хорошо видно по рукавчику. Классно придумано, кстати. Показываю еще раз модель. Приближенный вариант узора, видите. Это короткая такая, молодежная, я бы так сказала, посадочка кардигана. Тот удлиненный, а этот молодежная такая тоже. Но, как вы видите, во всех моделях очень много общего, да, очень много общего. Как бы дизайнеры дублируют друг друга, копируют идеи, но немного видоизменяют конструкцию. Так, для вязания я выбрала пряжу Белграде Альпака Майсхер. Это по итальянской технологии делается в Турции. 50 грамм, 150 метров. Состав 10% кит мохера, 5 бэби альпака и 55 полиамид, 30 вискоза. Очень нежная, приятная пряжа. Немножечко, прям совсем немножечко она пушится. Вязать из нее одно удовольствие. Очень мягенькая. И спицы 3,5 мы будем использовать. Здесь я связала один раппорт всего, высоту этой косы. Попыталась воссоздать. Ну, конечно, это ручная вязка. Соответственно, ее, наверное, с машиной не сравнить. Но я считаю, что таким узором такая вещь будет хорошо смотреться. Пряжу можно даже потолще взять. Но я очень хотела, чтобы как-то там, вы видели, да, мелко связано, чтобы
было приближено к оригиналу, насколько это возможно. Раппорт узора у меня получается коса, значит, это 10 петель, и в высоту это 22 ряда. Я уже вот связала один раппорт. Вот, сейчас покажу. Обычная коса на 10 петлях. Перекрещивание делаем налево. Вот. А здесь у нас идет сочетание. Изнаночно-лицевая гладь. По 2 ряда вяжем. Вот. И поэтому вот эта вот изнаночно-лицевая гладь у нас, она зависит, конечно. Вот смотрите, здесь у меня начиналось с лицевой. Сейчас я вам показываю раппорт. То есть у него независимый, так сказать, свой раппорт. 4 ряда мы, а потом повтор в высоту вяжем этот узор. Ну, вы поняли, что здесь, в принципе, не обязательно, чтобы совпало, как вот здесь. Здесь я просто нарисовала рядом эти два узора на 10 петлях косу и вот эти вот наши чередующиеся полосочки. Ну, просто чтобы было понятно, да? Это не значит, что нужно их объединять как единый узор, да? Нет, девочки, они живут каждой своей жизнью. Итак, мы сейчас будем вязать с вами первый ряд и набирать надо 32 петли, по 10 петель у меня идет узор вот этот с чередующимися полосочками, по центру идет коса на 10 петлях. И в сумме это 32 петли вместе с кромочными. Вяжем 10 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. В косе сейчас вяжем 10 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И дальше опять идут 10 изнаночных. Все четные ряды, которые у нас будут являться изнаночными, надо вязать, как смотрят петли. Вяжем самостоятельно второй ряд, третий ряд. Он будет сейчас точно такой же в косе, то есть просто лицевые петли вяжем, а в наших полосочках будет теперь лицевая гладь. То есть мы вяжем 10 лицевых и опять идет коса. Тоже 10 лицевых. Опять идет 10 лицевых уже нашего узора с полосочками. Кромочные, изнаночные. Так, связали. Так. Теперь у нас идет изнаночный 4 ряд, мы вяжем его, как смотрят петли. Вот. А с 5 ряда у нас в наших полосочках идет повтор узора. То есть опять будет у нас 2 полосочки изнаночной глади, потом лицевой опять и так далее. И таким образом мы будем вязать с вами косе еще значит 5, 7 и 9 ряды, все петли лицевые, вот, чередовать раппорты в наших полосочках, вот, и давайте с вами встретимся в 11 ряду, где у нас будет с вами перекрещивание. Вяжем сейчас самостоятельно, значит, 5, 7, 9 ряды в 11 перекрещивание. У нас с вами 11 ряд, девочки. Мы сейчас будем с вами делать перекрещивание. Значит, мы также вяжем здесь, полоса у нас идет 10 лицевых. И вот наша коса. Ну, у вас, наверное, там как-то, ну, хотя так же, да. Смотрите, можно использовать дополнительную спицу.
Вот так она выглядит. Либо можно, как я, сделать. Я вот так перекрещиваю. Все 10 петель я снимаю на правую спицу. У нас перекрещивание налево будет. 5 первых петель у меня перед работой. Следующие 5 я за работой высвободила. Видите, и аккуратно их вернула с помощью правой спицы на левую. Вот они у меня все перекрещены получились. Я их все 10 сейчас буду вязать лицевыми. Вот. Вы также можете воспользоваться дополнительной спицей. Переснять перед работой 5 петель, потом следующие 5 провязать, да. Так, и у нас идут с вами еще 10 лицевых нашего узора с полосочками. Вот что получается. Вот такая вот длинненькая косичка получается. И с двух сторон у нас идут вот такие полосочки красивые, чередующиеся, лицевая, изнаночная гладь. И дальше вяжется еще. Так, 12 ряд мы вяжем с вами, как смотрят петли. Встречаемся с вами в 13 ряду. Там в косе опять будет лицевая гладь. И вот у нас с вами 13 ряд. 13 ряд. Мы вяжем сейчас с вами, значит, опять здесь у нас идут 10 изнаночных в образце. А в косе 10 лицевых будем вязать. Вот, и теперь начинается коса, это 10 лицевых. Ну, я не буду показывать, как вязать лицевые петли, да, вы и так это умеете делать без меня прекрасно. Просто я сейчас хотела бы заострить внимание, опять идут 10 изнаночных по нашему узору. Вот, и до конца раппорта надо будет связать 13-й. На схему давайте посмотрим. 13-й, 15-й, 17-й, 19-й, 21 ряды. Вот. На этом раппорт заканчивается. 22 ряд вы вяжете, как смотрят петли, изнаночный ряд. И все начинается с первого ряда снова. Вот. Опять в 11 переплетение. В общем, это вот так выглядит. Я уже вот показала вам, как это выглядит, насколько длинна эта коса. Можно ее укоротить по желанию, если вы хотите, не хотите такой длинной, можно ее вот так сделать. Но обычно вот так она смотрится нормально, хорошо, потому что берется 10 петель и получается 20 рядов, то есть в половину больше ширина косы, ну, гармонично смотрится. Вот я к чему это все говорю. Так, девочки, и наша задача сейчас расчет плотности сделать. После того, как вы все это свяжете, я покажу, как делаю расчет плотности я, чтобы нам дальше расчеты вести, необходимы эти важные цифры. Расчет плотности по горизонтали и по вертикали. Так, горячим паром, девочки, обдаем наш образец, тянем его, он влажненький такой, прям приятненький. Хорошо так ведет себя. Так, вытянулся, такой прям красивенький стал. Пусть теперь посохнет. Ширина образца у нас вместе с крайними петлями меряется. У меня вот сейчас 16,5 сантиметров и 32 петли. Так, 32 мы делим на 16,5. Вот такая плотность, девочки, 1,9, ну даже 95 ближе, да. Ну хорошо, запишем 1,9. В 1 сантиметре
у нас 1,9 петель. Так, а теперь высоту померяем. Так, получается длина образца у меня 15,5 сантиметров. И сейчас посчитаем ряды. В моем образце 35 рядов. И мы делим это на 15,5 сантиметров. Вот такая плотность по вертикали. В 1 сантиметре 2,25 ряда. В 1 сантиметре 2,25 ряда. Теперь с этими циферками обращаемся к выкройке, чтобы сделать расчеты. Хотел бы заострить такой момент, девочки. Смотрите, если вы будете вязать V-образный вырез, да, и вы будете хотеть сделать наклон, предположим, представьте, что это вот ваша полочка, да, это левая, получается, полочка, и вам надо сделать наклон вот сюда вправо, да. Смотрите, у модели эта планка идет с этой стороны. Представьте, это боковая часть, да? Планка здесь идет цельновязанная, и убавочки у нас в вырезе будут делаться вот здесь. Вяжем перед косой убавки. То есть вот здесь убавляется. А эта коса и планка идут неизменно. Здесь убавки нельзя делать. В модели убавки делаются вот в этом месте. То есть вы убавляете, значит, до косы по 2 петли. Там надо будет посчитать, через какой интервал делать равномерные убавки. Это в каждом случае надо индивидуально все рассчитывать. То есть вот здесь, девочки, делать убавку надо будет вот здесь. И там предположим, в каждом втором ряду здесь вы делаете убавку, затем неизменно вяжете косу и планку. И так в каждом втором ряду, там в каждом третьем. Это будет зависеть от высоты вашего выреза, да, от пряжи, которую вы возьмете и так далее. Я это все в расчетах заострю на этом внимание, как это правильно рассчитать. Так, девочки, смотрите, у меня сегодня нет выкройки, я ее сейчас рисовать буду. Потому что я выбрала все-таки вот эту конструкцию номер 1, да, и она у нас представляет собой, мы вяжем, начинаем со спинки. Спинку снизу вверх вяжем, да, вот представьте, что это спинка, вяжем, да, и у нас цельновязано получается. И вот здесь посередине доходим до высоты спинки. Здесь мы обе половинки будем вязать раздельно. То есть мы ровно пополам делим наше полотно вязаное. И сейчас я попетельно вас ориентирую, как узор расположить. И затем каждую половинку продолжаем вот этим же узором вязать еще на такую же длину. Вот такой вот своеобразная конструкция. Я видела такие конструкции, так предлагают дизайнеры. Вот такая прорезь получается. Вот. Пуговиц нет у этого кардигана. У этой конструкции нет пуговиц. Но мы сейчас второй вариант рассмотрим, когда пуговицы есть. Да? Так, по спинке. Теперь давайте, я всегда рисую вот так, значит, как расположить узоры. Представьте, что это ваш наборный ряд, да, вы связали здесь резинку. Кстати, резинка там невысокая, ну пусть будет сантиметров 4 сантиметра резинку, 2 на 2 обязательно, 2 на 2. Вот, и затем переходим на узор, распределяем петли следующим образом. Значит, следующим образом по центру 24 петли, это узор наш полосатый, я буду называть полосатый узор, когда мы с вами лицевую и изнаночную глади чередуем по 2 ряда, да? Затем с двух сторон у нас идет коса на 10 петлях, симметрично по центру, да? Затем у нас идет опять полосатый узор, 15 петель справа, 15 петель слева от центра. Так, затем опять идет коса на 10 петлях с двух сторон. Так, и остается у нас с вами по 5 петель на полосатый узор. Ну и, соответственно, кромочная справа, кромочная слева. Считаем, сколько это петель.
Получается 24 плюс 20 плюс 30 плюс 20 и плюс 10, 104 петли. Правильно я посчитала? 104 петли плюс 2 кромочные, 106 петель. Еще 6 делим на нашу плотность, которую мы посчитали с вами по горизонтали 1,9. Итак, это получается 50, ну пусть будем говорить 50, округляем, 56 сантиметров. 56 сантиметров. Вот такая у нас с вами будет ширина здесь. И в петельном эквиваленте это 106 петель вместе с кромочными. Вот. Обращаю ваше внимание. Поскольку это свободный крой, да, кардиган, я думаю, что он, вот эта величина подойдет на 44, 46, 48 размеры, смело подойдет. Вот. Если для больших размеров, давайте прибавим петли, там тоже должно все быть свободно. Для больших размеров, ну, давайте возьмем 60 сантиметров, как мы это обычно делаем, для 50-52 размера, то есть чуть посвободнее. 60 сантиметров умножим на нашу плотность 1,9, это будет 114 петель, то есть на 8 петель больше. Ну, разделим их пополам, да, то есть добавим, девочки, сюда. Давайте сюда добавим 5 и сюда добавим 5 к полосатому нашему узору. То есть будет у нас для 60 сантиметров, 61 там уже даже получится, получается 114 петель. Правильно я сделала? Или я что-то неправильно? 116 петель. Мы же по 10 добавили. 116 петель. Вот. Понимаете мою мысль? То есть 10 петель здесь в этом расположении. Это коса на 4 раза идет, да? И все, что наверху нарисовано, это наш полосатый узор. Это спинка. А спередом очень легко. Мы делим ровно пополам, да? То есть вот тут у нас проходит середина. И у переда здесь остается 12 петель у нас. И здесь 12 петель на планку цельновязанную, да? Вяжется она полосатым узором. Здесь опять идут косы и так далее, да? Нигде ничего мы не убавляем, все вот так единым полотном вяжем. Рукав там тоже, смотрите, берется резинка, скоса нет, сразу идет большая прибавка. Вот такой рукав. Здесь обычно, сколько набрать на резинку, 26 сантиметров умножаем на 1,9 плотность. Давайте 50 петель возьмем, 50 петель на резинку набираем, да, а затем прибавим, давайте сразу, давайте поверху посмотрим. Здесь обычно бывает у нас 20 сантиметров, то есть 40, да, 40 на 1,9, в петельном эквиваленте это должно быть 76 петель. 76 петель по верху. То есть сюда надо добавить 26 петель, девочки, сразу. В последнем изнаночном ряду резинки равномерно добавляем 20 петель. Вот, и получается, я сказала 20, 26, чтобы получилось 76 петель. Вот. И вяжем вот так единым полотном на высоту вашего рукава. Резинку делаем так же, как у полочки, 4 сантиметра планку высотой. Резинка 2 на 2, резинка 2 на 2, девочки. И здесь тоже в планке 2 на 2. Вот. И затем вот таким узором распределяем. Узор делаем, давайте так. По центру идет коса на 10 петлях, а все остальное полосатый наш узор. Давайте так. То есть по центру 10, да? И с двух сторон получается 76 отнять 10. Это будет у нас 66 минус 2 кромочные, 64 делим на 2. По 32 петли у нас получается вместе с и кромочные. И в сумме это 76 петель. Ну, по нашим расчетам, вот так выглядит рукав. По центру коса, с двух сторон полосатый узор. И кромочный, 76 петель. Понятно, да? По рукаву как. Вот такой вариант вам предлагаю расчета.
Очень легкий вариант, согласитесь, да? Так, теперь что касается, все это сшивается, вязка у нас планка цельновязанная, шов у нас только для бока. По бокам боковые швы делаем и рукав тоже стачиваем, боковой шов рукава и его сюда втачиваем. Здесь у нас получается пройма высотой 20 сантиметров. Если у вас большой размер, где у вас 61 сантиметр, я уже сказала, как решается вопрос, 5,5. Вот. А здесь увеличивайте количество. Если у вас здесь будет 21 сантиметр, ну, на 1 сантиметр можно пошире сделать пройму, да, для большого размера, то здесь вы тоже добавляете приблизительно 4 петли, да, то есть 80 петель делаете. И, соответственно, здесь вы добавляете не 26 петель в последнем изнаночном ряду резинки, а 30 петель. И получается у вас 80 петель на спицах. И здесь у вас тогда получается 10. Вот. И посчитайте, девочки, сами. 80 отнять 10. И отнять 2 кромочные. Будет 68 делим на 2 по 34 петли полосатым узором у рукава. Ну, добавили всего 4 петли, то есть по 2 петли справа и слева добавили. Побольше, чтобы размер был. Вот. Вот такая фишка. Для второго варианта я хочу вам нарисовать выкройку. Это у нас обычная выкройка. Здесь мы будем делать с вами спинку вот таким прямоугольником. Вот. И также такое же расположение узоров делаем, девочки, как я вам сейчас рисовала, да, с тем же количеством петель, то есть 106 для размера 44, 46, 48. 106 петель, как распределить, вот еще раз показываю, кому было непонятно. Вот распределение узоров. 10 петель это коса, а вот все, что поверху идет, это у нас идет полосатый узор. Так, для второго размера 50-52 у нас с вами идет 116 петель, на 10 петель больше. Все. Вот таким образом вы вяжете прямоугольник. Затем у вас идут полочки. И полочку здесь, конечно, будем предусматривать сейчас вырез горловины. Ну, то, что полочка должна быть тоже с цельновязанной планкой. Вы видели, с пуговицами, то есть здесь необходимо это обязательно учесть. Вот так у нас идет полочка с планкой. Планка должна вот так идти. Здесь идет коса. И, как я уже говорила, показываю вам, где у нас убавки идут. Да? Здесь необходимо, чтобы полочка была чуть шире половины спинки, из-за того, что тут у нас нахлест идет двух планок друг на друга. Да? Если планка 4 сантиметра шириной, то значит, необходимо сколько? Кстати, у нас будет 12 петель. Мы поделим на 1,9. Ширина планки будет 6 сантиметров. Вот. 6 сантиметров планка. По низу тоже идет планка, кстати. Не забывайте об этом. Планка резинкой. Получается там 2 на 2, ну то же самое, как в первом варианте. Вот. И здесь идут убавки равномерные. Если вы, допустим, решили сделать вот здесь высоту вот этого выреза горловины, ну, предположим, 22 петли, ой, 22 сантиметра, что я говорю, 22 сантиметра. Как рассчитать нам равномерные убавки? Я вам говорила об этом, и надо заострить на этом внимание. 22 сантиметра мы умножаем с вами на нашу плотность, которую мы с вами считали по вертикали 2,25 ряда. То есть 22 умножить на 2,25 плотность. В рядах это будет 50 рядов, девочки. 50 рядов нам отводится на то, чтобы сделать убавки. Вот. Вырез горловины. Здесь необходимо выделить, значит, где у нас будет вырез горловины, сколько петель придется на вырез горловины.
Значит, если у нас по низу идет с вами первый размер 56 сантиметров, второй идет 61 сантиметр, то вырез горловины обычно бывает около 20 сантиметров. И в петельном эквиваленте 20 умножить на 1,9 плотность, это будет 38 петель. Это на первый размер. На второй можно взять 42 петли, побольше. Так, 38 петель ширина выреза горловины. Значит, здесь мы тоже должны с вами убавить, вот, чтобы на узор выйти, по плечам все совпало, тоже также половину вот этого вот величины этой должны будем убавлять. То есть 38 делим на 2, то есть 19 убавок должно быть по одной петле справа и слева. 50 делим на 19. Получаем с вами вот такое число. То есть убавки будем делать, чередуя в каждом втором, в каждом третьем. В каждом втором, в каждом третьем. И так 19 раз. Можно на это дело как бы не обращать внимания и сделать убавки в каждом втором ряду. Да? И все, что останется, провязать просто прямо. Да? То есть такой вариант тоже приемлем и тоже будет красиво смотреться. Вот, убавок, как я уже сказала, 19, и на второй размер получается 21 убавка. И в каждом втором ряду, девочки, убавки делаете здесь, около по вырезу. Так, с этим мы тоже разобрались. Все, что осталось в петельном эквиваленте, осталось на плечи. По рукаву делайте так же, как я здесь вам сейчас нарисовала в первом варианте. Собственно, такой же рукав делайте и втачивайте. Вот то же самое. Вот конструктивные две особенности. То есть здесь у нас идет плечевые швы. Вот в этой втором варианте, да, здесь у нас будет отдельно вязаться спинка, отдельно полочки, и плечи будут сшиваться. И затем втачиваться рукав. Ну, естественно, боковые тоже швы. Ну, вот такая вот конструкция. Надеюсь, мой рассказ был понятен, доступен. Постаралась вам и петельки посчитать, и как расположить узоры, постаралась вам рассказать. Да? Надеюсь, все у вас получится, мои хорошие, вы связываете свой кардиган. Я не сказала про длину изделия. Смотрите, длина довольно такая приличная, да? То есть это удлиненный такой кардиган. Я думаю, что надо взять около 70 сантиметров на средний рост. 70 сантиметров надо перевести в ряды, вязать рядами обязательно, учитывая вертикальную плотность. 70 на 2,25. Получается 158 должно быть рядов. У нас изделие 158 рядов. Обязательно это учитывайте в своем вязании. Вяжите рядами, мои хорошие, обязательно вяжите рядами. Не измерять ничего сантиметрами. После стирки изделие таким длинненьким станет, что вы просто удивитесь от ужаса. Честно вам говорю, сама так проходила. Было такое по молодости. Вот. Ну что еще? В принципе. По рукаву то же самое. Обязательно, какая у вас там будет длина рукавчика, вы посчитаете. Также умножаете на вертикальную плотность. И все это дело сравнивайте с рядами. Вяжите рядами, руководствуясь. Так, до новых встреч, мои хорошие.